Если вам когда-то казалось, что человек рядом – это безопасная константа, попробуйте однажды вернуться домой на рассвете и понять, что именно в эту ночь вся ваша жизнь поменялась местами. Что теперь уже не вы наблюдаете за домом, этот дом смотрит на вас. Я прошу вас, друзья, пока слушаете эту историю, напишите в комментариях, из какой вы страны и когда в вашей жизни был момент, когда привычная реальность вдруг дала трещину. И, пожалуйста, перешлите эту историю тем, кому она может быть нужна сейчас. Возможно, они стоят на пороге того же утра, что и мой герой. Даниэль вернулся домой так тихо, словно пытался уговорить стены забыть о его существовании. На часах было 5 часов 47 минут утра. Это время, когда ночь уже устала, но утро еще не проснулось. Воздух был холодным, влажным, будто наступающий рассвет держал паузу перед тем, как сказать первое слово. Он прикрыл за собой дверь и задержался на секунду в прихожей, позволяя глазам привыкнуть к темноте. Дом, в котором он прожил почти 11 лет, встречал его сегодня иначе, будто выдохнул, будто слушал его шаги внимательнее, чем обычно. Даниэль медленно снял пальто, стряхнул с плеч остатки морозного воздуха и почти сразу почувствовал аромат. Не ее, не Эвелин, чужие духи, те самые, которые теперь прилипали к его коже, будто насмешливо шептали ему на ухо: «Спрячь меня, если сможешь». Он тихо выругался себе под нос. Уже в машине заметил запах, но надеялся, что он успел выветриться. Нет. Теперь он казался еще ярче, будто усилился с каждой секундой, пока он приближался к дому. Ему надо было в душ. Срочно. Но странное напряжение внутри не давало сделать ни шага в сторону ванной. Что-то было не так. Не так, как всегда. Даниэль вдохнул глубже. Попробовал убедить себя, что это просто усталость. Что он давно живет на 2 фронта, и когда-то это должно было сказаться на нервах. Но дом будто знал о нем что-то новое. Не хотел пускать внутрь без разговора. Он поднялся по лестнице медленно, держа ботинки в руках, будто это могли спасти его от звука предательства. Каждая ступень чуть скрипела, как будто предупреждала, что наверху что-то неожиданное. Когда он дошел до двери спальни, сердце его странно сбилось. Дверь была приоткрыта. Эвелин никогда так не делала. Она закрывала ее почти автоматически. Ей всегда казалось, что из коридора тянет холод, и она ненавидела этот сквозняк. Даниэль застыл. Послушал. Но тишина была такая чистая и ровная, будто дом на секунду перестал дышать. Он толкнул дверь и увидел то, что заставило его сделать шаг назад. Эвелин сидела на супружеской кровати. Не лежала сонная, как он ожидал. Не укрылась одеялом, чтобы согреться от пустоты ночи. Она сидела прямо, ровно, спокойно, будто давно ждала именно этого мгновения. На ней было нежно-голубое платье. То самое, которое она обычно надевала летом, когда собиралась в гости или когда просто хотела почувствовать легкость. Волосы аккуратно уложены. Макияж едва заметный, но безупречный. Это не был человек, которого разбудили в 5 утра. Это была женщина, которая проснулась заранее. Подготовилась, решила. И именно это поразило его сильнее всего. Ее взгляд. Не злой, не обиженный, не разоблаченный. Слишком спокойный, холодный, ровный, почти прозрачный. Такой взгляд бывает у людей, которые уже пережили самое страшное и теперь не боятся ни ждать, ни говорить. «Доброе утро», — произнесла она. Ее голос был тихим. Но он бил куда больнее крика. Даниэль попытался улыбнуться, сделать вид, что все нормально, что он просто задержался на работе, что устал, что может объяснить. «Ты не спала?» — выдавил он. Эвелин слегка наклонила голову. А как можно спать, когда муж исчезает на всю ночь? Он открыл рот, но она подняла руку, легким, почти ленивым жестом. Как будто говорила: «Не надо. Я слишком устала слушать то, во что сама не верю». «Пожалуйста», — произнесла она ровно, — «не начинай. Я уже все знаю». Эти слова ударили его неожиданно сильно. Он слышал их от женщин сотни раз. И почти всегда это была пустая угроза. Попытка вытащить правду из воздуха. Но сейчас он почувствовал, как холод поднимается к горлу.
Что она знает? Сколько знает? Кто ей сказал? Как давно? Он хотел говорить. Хотел давить, убеждать, уводить разговор в сторону. Все то, что всегда отлично работало. Но Эвелин медленно поднялась с кровати и подошла к трюму. Там лежала черная папка. Аккуратная. Новая. Та, которой раньше точно не было. Она положила на нее ладонь. Я долго думала, стоит ли показывать это тебе лично, или просто отправить по электронной почте. Но раз уж мы вместе прожили 10 лет, думаю, мужчина должен увидеть своими глазами то, что потерял. Даниэль почувствовал, как поджимается горло. Эвелин открыла папку, и мир рухнул. Фотографии, четкие, профессиональные, с датами, со временем, с углами, с которых он себя никогда не видел. Он входящий в квартиру любовницы. Он целующий ее возле машины. Он держащий ее за талию на парковке. Он выходящий из ресторана, счастливый, расслабленный, как будто дома у него не жена, а просто пустая комната. Он почувствовал, как ноги становятся ватными. Но самое страшное было не это. Под фотографиями лежали документы. Договор о разделе имущества. Заявление на развод. Заполненное. Оставалось только подписать. И копии переписки его любовницы с подругой. Строчки о том, сколько он тратит. Какие подарки ей делает. Какие планы у них якобы впереди. Эвелин смотрела на него ровно, спокойно, как врач, который ставит диагноз, зная, что пациент будет отрицать до последнего. «Я наняла частного детектива 3 месяца назад», — сказала она. «И как видишь, зря я тебя недооценивала. Ты оказался куда хуже, чем я думала». Даниэль почувствовал, как вспотели ладони. Он открыл рот. «Эвелин, ты неправильно». Она рассмеялась. Тихо. Не похожим на нее смехом, без радости, без истерики, просто. Как человек, который больше не боится назвать вещи своими именами. «Думаешь, я слепая? Или глупая?» Ее голос стал мягким, но от этого еще более опасным. «А знаешь, что самое интересное начнется завтра?» Он моргнул. «Завтра?» Эвелин улыбнулась так, будто уже шагнула в новую жизнь. «Да. Завтра в 8 утра. У нас встреча. Ты узнаешь подробности очень скоро». И он понял. Она не блефует. Она готовилась. Она ждала. Она давно все решила. Даниэль принял душ, но вода не смыла ни запах чужих духов, ни чувство, что время ускорилось, оставив его одного посреди событий, которые он больше не контролирует. Когда он спустился вниз, Эвелин сидела за столом с ноутбуком и второй папкой. «Давай поговорим как взрослые», — начал он. Она подняла на него взгляд. «Со мной ты говорить больше не будешь. Со мной ты закончил». Он сглотнул. «С кем тогда?» Она закрыла ноутбук. «Одевайся теплее. Поедем». Дорога была мучительно тихой. Даниэль пытался говорить, убеждать, оправдываться, просить, даже давить. Но Эвелин будто выключила звук. Она смотрела вперед, не моргая, будто видела уже ту жизнь, которая начнется после этого утра. И чем ближе они подъезжали к центру города, тем сильнее у него дрожали пальцы. Но настоящий удар произошел, когда машина остановилась возле вывески. Агентство недвижимости «Меридиан». И внутри него что-то оборвалось. «Эвелин, ты продаешь дом?» «Не я», — сказала она тихо. «Уже нет». Он не понял, не поверил, не принял. Но через несколько минут в кабинете агентства он увидел документы и свою подпись на них. Подпись, которую он поставил полгода назад. Пьяным, на корпоративе, когда Эвелин принесла ему какие-то бумаги по ремонту. Тогда он даже пошутил: «Ты хоть дом на себя не перепиши». Она улыбнулась. Точно так же, как улыбнулась сейчас. И Даниэль впервые понял, что всю жизнь жил рядом не с мягкой послушной женщиной, а с человеком, который умеет молчать до поры, но никогда не забывает. Если вы когда-нибудь думали, что контролируете все в своей жизни, представьте на минуту. Вы сидите за столом, перед вами лежат документы с вашей подписью, а вы не помните, как и когда их подписали. И вдруг понимаете, не вы сейчас задаете правила. Напишите в комментариях, было ли у вас чувство, что земля уходит из-под ног. И, пожалуйста, пересылайте эту историю тем, кто сейчас живет в иллюзии, что рядом с ними никуда не денется тот самый человек. В кабинете агентства было тепло, почти душно. Большое окно пропускало мягкий утренний свет,
отражаясь в стекле витрины, в блеске ручек, в лакированной поверхности стола. Все вокруг выглядело спокойно и буднично, даже слишком спокойно для того, что происходило. Напротив Даниэля сидела женщина лет 60, подтянутая, аккуратная, с внимательным взглядом. Она держалась так, как держатся люди, которые каждый день видят чужие судьбы, оформленные в бумаге, и давно перестали удивляться. «Вы, должно быть, Даниэль», — мягко произнесла она, когда он вошел. «Муж Эвелин. Присаживайтесь». Он сел по инерции. Внутри все уже шумело, глухо стучало в висках. Он искал глазами хоть какой-то знак, что все это ошибка, что сейчас кто-то скажет: «Извините, перепутали, не те документы». Но вместо этого Эвелин спокойно положила вторую папку прямо перед ним. «Открой», — сказала она. Он открыл и увидел себя. Сначала текст, печать, официальные строки, цифры. Глаза цеплялись за слова, но мозг отказывался складывать их в смысл. Договор купли-продажи жилого дома. Стороны: собственник Эвелин Ларсен, супруг Даниэль Хольм. Чуть ниже подпись. Его подпись. Узнаваемая до боли, чуть вытянутая буква «Д», привычный росчерк. Он моргнул несколько раз, будто изображение могло исчезнуть, если моргнуть правильно. «Это...» — он сглотнул. «Это шутка?» — агентка слегка пригладила бумаги. «Это законно заверенная сделка», — спокойно ответила она. «Вы подписали ее полгода назад. Тогда же была оформлена ваша доля и последующая продажа доли вашей жене». Слова будто шли через воду. «Полгода назад. Подписал? Продажа доли. Жене». Он судорожно начал вспоминать. Полгода. Что было тогда? Лето. Проект. Корпоратив. Да. Корпоратив. Он вспомнил шумный вечер, алкоголь, громкую музыку. Домой он вернулся навеселе, все мелькало кусками. И Эвелин, которая встретила его не скандалом, а мягкой улыбкой и стопкой бумаг. «Там по ремонту пару документов, чтобы не затягивать сроки, застройщик требует, можешь подписать до завтра?» Сказала она тогда, убирая с его шеи галстук, помогая снять пиджак. Он даже не прочитал. Сел за стол, поставил подпись там, где она показала. Даже пошутил: «Только смотри, дом на себя не перепиши». И она тогда улыбнулась, тихо, чуть устала. А он решил, что это просто его удачная шутка. Теперь этот момент вспыхнул в голове, как кадр из фильма, и замер там. «Подождите», — голос стал хриплым. «То есть дом теперь твой?» Он поднял глаза на Эвелин. Она посмотрела на него ровно, без победы, без торжества. В ее взгляде не было «я выиграла». Там было «я устала». «Дом был моим», — тихо произнесла она. «Я купила его до брака. На свои деньги. Тогда давно мне казалось честным оформить все как совместную собственность. Я верила, что мы». Она коротко усмехнулась, но смех получился безрадостным. Это была ошибка. 6 месяцев назад я ее исправила. Агентка кивнула, подтверждая ее слова сухими фактами. Все документы оформлены согласно закону. На сегодняшний день дом является личной собственностью вашей жены. И сегодня он будет продан новому владельцу. Даниэль резко поднялся. «Вы не имеете права», — сказал он так громко, что обернулась девушка-секретарь в коридоре. «Это мой дом тоже. Я здесь жил. Я ремонт оплачивал, я мебель покупал». Эвелин чуть приподняла брови. «Мебель?» — тихо уточнила она. «Мебель ты действительно выбирал. Иногда даже платил. Все остальное — я. Мои деньги, мои кредиты, мои переработки, мои договоренности. Ты приносил в этот дом квитанции из ресторанов и оправдания. Я приносила счета, договоры и платежи». Он открыл рот, но ей, кажется, больше не нужны были аргументы. «И да», — добавила она уже тише, — «ты всегда говорил, что не привязываешься к месту. Что для тебя дом — просто стены. Так что оставайся собой. Не привязывайся». Он резко выдохнул и снова опустился на стул. Агентка, словно давая им время, ненадолго отвлеклась на телефон, перелистывая какие-то записи у себя в ежедневнике. В кабинете повисло странное, густое молчание.
Больше уже не было смысла притворяться, не было потом поговорим, давай вернемся к этому вечером. Вечера в этом доме у него, кажется, больше не будет. Зачем так? Он смотрел на Эвелин, почти не моргая. Продажа дома, документы, детектив, фотографии. Неужели нельзя было просто поговорить? Она повернула к нему лицо. И в этот момент он действительно увидел чужую женщину. Вроде бы знакомые черты, тот же разрез глаз, та же линия губ. Но внутри другое. «Просто поговорить я пыталась много лет», — ответила она негромко. «Ты же помнишь те вечера, когда я начинала говорить, а ты доставал телефон? Те ночи, когда я плакала, а ты приводил аргументы, почему я сама виновата, что мне кажется? Те дни, когда я просила хотя бы раз провести выходной вместе, а ты говорил, не начинай, мне и так тяжело». Она отвела взгляд куда-то в сторону окна. «У каждого человека есть момент, когда слова заканчиваются, Даниэль. У меня закончились. Остались действия». Он почувствовал, как что-то внутри проваливается. Не потому, что дом уходил. Потому что образ бедной, ранимой Эвелин, на котором он строил часть своего внутреннего оправдания, рушился прямо сейчас. Она была не слабой. Она копила факты. Она терпела, не потому, что не могла иначе, а потому что ждала, когда сама будет готова выйти из этого круга. А он все это время думал, что держит ситуацию в руках. Они подписали еще несколько бумаг. Агентка объяснила технические детали сделки, сроки передачи дома новому владельцу, процедуру расчета. Эвелин слушала внимательно, задавала пару уточняющих вопросов, кивала. Даниэль почти не слышал. Слова превращались в фон: передача ключей, акт приема передачи, расчет в течение 3 банковских дней. У него в голове крутился только один вопрос, детский, нелепый, неуместный. А куда я поеду? Когда они вышли из агентства, воздух показался слишком свежим. Резко ударил в легкие холодом, как глоток реальности. Эвелин остановилась на секунду у машины, будто собираясь с мыслями. Он догнал ее. «Ты же не можешь просто взять и выставить меня на улицу». Голос сорвался. Это жестоко. После всего, что между нами было». Она облокотилась ладонью о дверцу и повернулась к нему. «Жестоко?» Повторила она тихо. «Жестоко — это когда жена засыпает одна, не понимая, жив муж или нет. Жестоко — это когда в твоем доме пахнет не твоими духами. Жестоко — это когда тебе годами говорят «не придумывай». А потом ты внезапно находишь у него в телефоне переписку, в которой вы с вашим общим домом, просто быт, от которого устал». Она на мгновение прикрыла глаза. Плечи чуть дрогнули, но она быстро взяла себя в руки. «Я не выкидываю тебя, Даниэль. Я освобождаю себя». Эти слова вдруг прозвучали так спокойно, что у него мороз пошел по коже. «Ты хочешь развода?» Он не спрашивал, он констатировал. «После всего, что мы пережили». После 10 лет она кивнула. «Я хотела не развода. Я хотела, чтобы ты остановился. Чтобы ты хотя бы раз сам посмотрел на меня, а не на экран телефона. Чтобы ты не искал оправданий, а признал, что сделал больно. Я ждала. Долго. Слишком долго». Он сделал шаг ближе, инстинктивно тянуясь к ее руке. «Я могу все исправить», — быстро заговорил он. «Прямо сейчас. Я порву с ней. Я вернусь домой, все закончу». Эвелин аккуратно высвободила руку, без рывка, без борьбы. Просто отстранилась. «Ты бы порвал с ней, если бы она надоела тебе. Может, через год, может, через 2. А со мной ты порвал уже давно. Просто продолжал приходить ночевать». Она сказала это без ненависти. От этого было еще больнее. Молчание между ними стали густым, тяжелым. Машины проезжали по улице, люди спешили по своим делам, кто-то смеялся у соседнего кафе. Мир продолжал жить в своем темпе. И только их двоих словно закрыло в отдельном пузыре. Почему? Так радикально. Он пытался найти хоть какую-то трещину в ее решимости. «Дом, адвокаты, детектив. Ты же знаешь, я не справляюсь с такими ударами. Неужели ты не могла предупредить?» Эвелин посмотрела на него с какой-то тихой усталостью. «Я предупреждала, когда еще верила, что мы можем быть мы. Сейчас я верю только в то, что я
Это тоже человек, а не приложение к твоим планам. Она открыла дверцу машины. Сегодня я заберу свои вещи. Завтра подам документы в суд. Ты можешь пожить у той, ради кого рисковал нашим браком. Думаю, ей это польстит. Он вздрогнул. Он никогда не думал о любовнице как о женщине, с которой придется жить. Она была эпизодом, выбросом эмоций, отдушиной. Он почти физически почувствовал, как все внутри сопротивляется мысли о том, что теперь это единственное место, куда он может поехать. Они ехали домой в тишине. На этот раз он даже не пытался говорить. Слова в горле превратились в острые осколки. Город за окном был привычным. Те же улицы, те же витрины, те же светофоры. Только сейчас Даниэль смотрел на них иначе. У него было странное ощущение, будто он попал в собственную жизнь как гость, у которого нет ни ключей, ни прав дать совет. Эвелин держала руки на руле спокойно, уверенно. Не сжимала, не дрожала. Просто ехала вперед. Он смотрел на ее профиль и думал, когда все перевернулось. Где была та точка, в которой еще можно было что-то вернуть? Может, тогда, когда она в первый раз тихо сказала «мне больно», а он ответил «ты драматизируешь». Может, в тот вечер, когда он выбрал не прийти на ее день рождения, потому что важная встреча, а она в итоге сидела с подругой и смеялась натянуто, чтобы не расплакаться. Может, в тот самый корпоративный вечер, когда она принесла ему папку, а он не удосужился прочитать ни строчки. И сейчас все эти, может быть, встали вокруг него стеной. Когда они подъехали к дому, сердце у него заколотилось сильнее. Все выглядело так же, как всегда. Аккуратный фасад, знакомое крыльцо, кусты у забора. Только внутри он уже знал, это не его дом. Больше не его. Он вышел из машины чуть раньше, чем Эвелин, и вдруг поймал на себе странный взгляд соседки, выгуливавшей собаку. В ее глазах мелькнуло что-то вроде любопытства, смешанного с сочувствием. Он быстро отвернулся. Эвелин прошла мимо него к двери. «Когда ты сегодня откроешь дом», — сказала она негромко, — «не удивляйся». Она вставила ключ в замок, повернула. Дверь открылась с привычным тихим щелчком. «Что? Не удивляйся чему?» Механически переспросил он. Она на секунду посмотрела на него, и впервые за все эти часы ее взгляд стал чуть мягче. Не теплым, нет. Но в нем было что-то вроде признания. Когда-то он был ей дорог. «Тому, что он пустой», — ответила она. «Все, что было моим, я вывезла заранее. Все, что было твоим, сложено у входа». Он застыл, пустой. Он шагнул внутрь. Эхо его шагов отозвалось в коридоре непривычно громко. Картины исчезли со стен. Там, где раньше висели их совместные фотографии, свадьба, поездки, первые годы, оставались только светлые прямоугольники на фоне чуть потемневших обоев. В гостиной не было их большого дивана с пледом, который она любила. Исчезли шторы, книги, уютные мелочи. Дом выглядел так, словно его только что закончили строить и еще не успели обжить. Только у входа, аккуратно, почти по-военному, стояли его вещи: чемодан, коробка с одеждой, пара коробок с документами, пару свитеров, старый кожаный портфель. Его жизнь в нескольких коробках. Он повернулся к Эвелин. «Ты все спланировала, да?» Голос звучал глухо. До мелочей. Она кивнула. «Да. Потому что я устала жить в хаосе, который создаешь ты». Между ними снова повисла пауза. На этот раз окончательная. Он понял, сейчас уже нет правильных слов. Нет фразы, которая могла бы повернуть время назад. Эвелин поправила сумку на плече. «Я уеду на несколько дней», — сказала она. «У меня есть где жить. Ты можешь забрать свои вещи в любое время до конца недели. Потом дом перейдет новым хозяевам». Он хотел спросить, где она будет. С кем? Но вовремя понял, что больше не имеет права. Этот вопрос уже не про него. Она подошла к двери, поставила ногу на порог, а потом все-таки обернулась. И впервые за все это утро в ее глазах мелькнула настоящая эмоция – боль. Глубокая, тихая. Но она не позволила ей вылиться наружу. «Даниэль», – сказала она почти шепотом, – «я правда когда-то любила тебя так, что была готова жить в комнате без окон, если там будешь ты. Но ты выбрал жить там, где нет меня». Она выпрямилась. «Так что, живи». Она вышла,
аккуратно прикрыв за собой дверь. Щелчок замка прозвучал как точка. Не громко, не драматично, но внутри у него будто что-то окончательно оборвалось. Он остался стоять посреди пустого коридора, окруженный тишиной, в которой еще недавно звучали ее шаги, ее голос, ее смех. Теперь только собственное тяжелое дыхание и отдаленный шум улицы за окном. Он опустился на коробку с вещами, провел ладонями по лицу и впервые за долгие годы почувствовал не раздражение, не гнев, не желание доказать свою правоту. Он почувствовал страх. Настоящий, липкий, детский страх остаться один на самом деле. Не на ночь, не на время командировки, а по-настоящему. Где-то внутри еще теплилась слабая, отчаянная мысль. Может, она одумается, может, это просто вспышка. Но воспоминания ее спокойного взгляда в кабинете агентства, голос без истерики, ровные движения, собранные папки — все это говорило: нет. Это не вспышка. Это результат. Результат тех сотен раз, когда он выбирал не ее. Друзья, если вы слушаете эту историю и чувствуете, что в ней есть что-то ваше, не держите это внутри. Напишите в комментариях, что вы думаете о поступке Эвелин. Правильно ли она сделала, что ушла в тишине, а не в скандале? И обязательно перешлите эту историю тем, кому она может сегодня дать силу. Иногда одной такой истории достаточно, чтобы человек перестал терпеть то, что разрушает его изнутри. Даниэль не знал, сколько времени он сидел в пустом коридоре. Возможно, 10 минут. Возможно, час. Комната не давала никаких ориентиров. В ней не было ничего, что могло бы подсказать. Вот здесь стояли часы, вот тут висела картина, вот в этой вазе когда-то были подсолнухи. Пустота делает время вязким. Он поднялся и прошел в гостиную. Эхо шагов было непривычно громким. Не было дивана, на котором они смотрели фильмы по выходным. Не было стола, к которому она ставила кофе, пока он рассказывал о новом проекте. Не было даже лампы, которая освещала ее лицо вечерами, когда она читала перед сном. Были только стены и его дыхание. Он прошел на кухню. Там было то же самое. Чисто, сухо, пусто. Даже кружки исчезли. Ушел запах кофе, тот самый, который Эвелин предпочитала по утрам. Ушел запах ее духов. Ушли все звуки, все следы. И впервые в жизни он увидел дом без нее. Дом, который стал просто коробкой. Он сел за стол, единственный, который остался, складной, металлический, когда-то купленный на время ремонта. Он стоял здесь уже полгода как шутка. Мы его потом уберем. Сейчас шутка стала символом. Он опустил голову на руки. Сначала просто сел. Потом выдохнул. Потом почувствовал, что воздух начинает дрожать. Он не плакал. Мужчинам часто кажется, что плакать – слабость. Но то, что случилось с ним, было хуже слез. Он сидел с пустым взглядом, как будто часть его самого только что вырвали, и он не успел понять, будет ли жить дальше без нее. И тут внутри появилось то, что всегда появлялось, когда ему становилось страшно. Желание позвонить кому-то, кто скажет, что все нормально. Что он все еще нужен. И как по привычке, его рука потянулась к телефону. К кому? Конечно. К ней. Он открыл список вызовов. Имя любовницы светилось рядом с несколькими ночными звонками. Он нажал на номер, не думая. Сигнал шел долго. Очень долго. Он уже почти надеялся, что она не ответит, чтобы не слышать голос, который сейчас мог стать зеркалом его ошибок. Но она ответила. Сонно, раздраженно. «МММ, да? Даниэль? Ты чего?» Он закрыл глаза. Ее голос, который еще вчера казался сладким, легким, сегодня резал по нервам. В нем не было ни тепла, ни заботы. Только усталость от того, что ее разбудили. Он сглотнул. «Мне нужно поговорить». Пауза. Такая, которую человек делает не потому, что волнуется, а потому, что решает, стоит ли ему сейчас вообще слушать. «Слушай», — наконец сказала она, — «я спала. У меня смена вечером. Давай завтра, ладно?» Он почувствовал, как что-то внутри него усмехается. Горько. «Завтра у меня может не быть дома», — выдохнул он. «В смысле?» Ее голос стал чуть более бодрым, но не потому, что ей было важно.
Скорее из любопытства. «Вас что там, выгнали?» Ему хотелось бросить трубку. Но он сказал. Эвелин подала на развод. Опять пауза. Но теперь неловкая. Та, которая возникает, когда человек понимает, что последствия чужих решений неожиданно свалились на его голову. «Слушай», она медленно подбирала слова. «Я, конечно, сочувствую. Ну, типа. Но давай не будем это все переносить на меня, ладно? У нас же все было легко. Ты сам говорил, без обязательств». Он даже не сразу понял, что сказать. «Я думал», — начал он. «Думал, что...» Перебила она. «Что я тебя сейчас приютю у себя? У меня комната съемная, если что. И парень иногда ночует. Ты же знаешь». Эти слова ударили сильнее, чем все документы. Он знал? Да, но никогда не придавал этому значения. Потому что ему казалось, что если он женатый мужчина, то по умолчанию он занимает в ее мире важное место. Но нет, для нее он был просто развлечением. Занятым мужчиной, который платит за ужины и исчезает по утрам. Точно так же, как она для него. Только разница была в том, что теперь ему нужен был дом. А ей нет. «Понятно», — сказал он тихо. «Хорошей ночи». «Ага. И не звони ночью больше, ладно?» Щелчок связи был коротким, без тени сожаления. Он сидел с телефоном в руке, понимая, что в мире сейчас нет человека, который бы хотел услышать его голос. Ни одного. Ему захотелось выйти. Просто идти куда-то, чтобы не слышать, как пустой дом гулко отдает шаги. Он вышел на улицу, закрыл дверь и впервые понял, что ключ от этого дома скоро перестанет что-то значить. Он медленно пошел по тротуару. Было около 9 утра. Город уже проснулся. Кто-то спешил на работу, в кофейне за углом стоял запах свежей выпечки, школьники перебегали дорогу, болтая между собой. Жизнь продолжалась, и это почему-то бесило. Он остановился у парка. Сел на лавку. Холодное дерево отдавало морозным утром. Он смотрел на людей и пытался понять, когда он последний раз был здесь. Год назад? 2? Они с Эвелин иногда гуляли здесь в начале отношений. Она любила кормить птиц. А он все время куда-то торопился. А сейчас ему торопиться было некуда. Где-то в другое время, в другой части города, Эвелин сидела у окна в небольшой квартире, которую сняла заранее, еще месяц назад, когда поняла, что разговоры не работают. Она не плакала. Плакать она перестала давно, слезы были там, где она еще верила, что может все исправить словами. Сейчас она чувствовала тишину и легкую дрожь от перемен, от неизвестности, от того, что впервые за много лет проснулась в доме, где не ждала, что кто-то придет поздно ночью, пахнущий чужим парфюмом. Она приготовила себе чай с мятой и лимоном. Села на подоконник, поджав ноги. И смотрела на город. Нет, ей не было легко. Легким было бы остаться. Делать вид, что она ничего не видит. Привыкнуть к одиночеству рядом с ним. Но она выбрала сложное – выйти из круга. Почти машинально она набрала сообщение подруге. «Я сделала это». Он все видел. Дом продан. Сегодня заберу остатки вещей. Подруга ответила почти сразу. «Горжусь тобой. Ты очень сильная». А она впервые за долгое время позволила себе этому поверить. Вечером Даниэль вернулся к дому, чтобы забрать вещи. Сумерки уже стелились по улицам, окна домов зажигались один за другим. Он вошел. Дом встретил его тишиной, которая стала почти физической. Он медленно прошел по комнатам, будто искал что-то, чего уже не было. Он просматривал коробки, и каждая вещь казалась не частью жизни, а обломком корабля, который давно потонул. Свитер, книга, которую подарила Эвелин, папка с документами, фотоальбом, пустой, потому что Эвелин забрала все фотографии, где были они двое. Он понял, что остался только с тем, что по-настоящему принадлежало ему. И это оказалось пугающе мало. Когда он выходил из дома с коробкой в руках, соседка снова посмотрела на него. Но теперь чуть иначе. В ее взгляде было что-то вроде сожаления, но не осуждения. Он кивнул ей, впервые за все это время, потому что вдруг почувствовал себя обычным человеком. Не успешным, не вечно занятым, не тем, кто всегда выкрутится.
а просто мужчиной, который потерял семью. Поздно вечером, уже в съемной комнате, он сел на кровать. Комната была маленькой, чужой. Сероватые стены, одинокая лампа, стол с царапинами. Он положил коробки рядом. Достал один из свитеров Эвелин, тот, что она когда-то оставила в машине. Он держал его долго, почти не дыша, как будто в нем еще осталась частичка тепла. И впервые за этот день он позволил себе шепотом сказать вслух то, о чем думал весь день. «Я правда потерял тебя». В это же время Эвелин сидела у себя дома, закрыв глаза, слушая тишину. И впервые за долгое время эта тишина не была пустотой. Она была пространством, воздухом, свободой. Она знала, боль еще будет, страх еще будет. Будут вздохи, будут сомнения, будут моменты, когда захочется вернуться туда, где привычно. Но она решила, теперь ее жизнь начинается заново. Честно, ровно, спокойно, не для кого-то, а для себя. Она выключила свет, легла в кровать и впервые за много лет уснула легко. Без ожиданий, без тревоги, без того, что дверь в 5 часов 47 минут откроется снова. Если вас тронул путь Эвелин, если вы узнали в ее тишине себя, скажите об этом в комментариях. И, пожалуйста, перешлите эту историю тем, кому она может дать силу выйти из того, что давно перестало быть домом.